Что бывает, когда в доме у кулинара или кондитера много яблок? А бывает несколько яблочных десертов. У меня тот самый случай. Прошлый мой ролик был про тартатен, а сегодня буду готовить шарлотку. Итак, у меня 5 крупных яблок. Если у вас мелкие, то возьмите штук 12. По весу вышло 1200 граммов. Муки и сахар одинаково по 200 граммов, 6 яиц S1, если кому-то повезет купить, а высший сорт S0, то хватит и 5 штук. По столовой ложке сметаны, разрыхлителя и цедры апельсина, чайная ложка корицы, ну и щепотка соли для взбивания яиц. Сначала подготавливаю яблоки, освобождая их от сердцевины. Делю на дольки, не толще 1 см. Дальше яйца. Всякий раз стараюсь показывать, что работать с ними надо по одному, чтобы не испортить все. Если попадется одно некачественное, отличать их легко и внешне, и по запаху. По одному вбиваю яйца в отдельную тару, где буду готовить тесто для пирога. Добавляю щепотку соли, так яйца лучше взбиваются. Я их взбиваю отдельно без сахара, так тесто получается лучше. Проверено. Взбитые яйца увеличиваются в объеме в 2-3 раза. Сахар добавляю в взбитые яйца в 3 этапа и снова взбиваю смесь миксером до растворения сахара. Объем смеси становится еще больше. Пока идет этот процесс, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. И ставьте лайки, для меня это важно. Муку вместе с разрыхлителем теста я просеиваю, обогащая таким образом ее кислородом. Дальше работаю силиконовой лопаткой, можно и деревянной. Не знаю почему, но опять же говорят, что металлической ложкой лучше не пользоваться. Я не вникал в физику этого процесса, думаю, что это полная чушь. Цедра апельсина у меня сушеная. Сметану тоже отправляю в тесто и снова все перемешиваю лопаткой сверху вниз, вращая в одном направлении, без комментариев. Включив за 15 минут духовку на разогрев, собираю пирог. Форма у меня аж 28 сантиметров в диаметре. Пергамент смазываю маслом, укладываю плотно дольки яблок, посыпаю их молотой корицей. Яблоки очень хорошо сочетаются с корицей. Тут бесспорно. Выливая тесто и разравнивая, давая возможность ему протечь до самого пергамента сквозь слой яблок. Оставшиеся яблоки максимально плотно укладываю поверх теста красивой корочкой кверху, чтобы она хорошо пропеклась. Поверьте на слово, в этом десерте яблок много не бывает. И снова посыпаю яблоки корицей для большего аромата. Он очень хорошо слышен во время выпекания пирога. Пирог собран, отправляю его в духовку, разогретую до 180 градусов по Цельсию на 50 минут для начала. Готовность проверяю деревянной палочкой, втыкая ее в тесто, а не в яблоки. Если палочка мокрая, а корочка еще не пропеклась, то вот вам полезный совет. Накройте пирог фольгой и оставьте пропекаться еще минут на 10-15. Короче, пока не испечется тесто. Готовый пирог надо извлечь из формы. Если форма разборная, то сделать это проще. Но это уже дело техники. Я приподнял за бумагу и переложил на разделочную доску. А затем снял с бумаги при помощи широкой деревянной лопатки и переложил в большое блюдо для десерта. Признаюсь честно, шарлотку я готовил впервые. И она получилась. Просто получилась, и все. И у вас получится. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии под роликом в YouTube, делитесь ссылкой с друзьями. До новых встреч!